Как гром среди ясного неба, вчера неожиданно для всех Rockstar выкатили трейлер летнего обновления для GTA Online под названием Bottom Dollar Bounties. Показали кучу транспорта, новую бизнес-недвижимость, ключевых персонажей и многое другое. Предлагаю полностью разобрать трейлер, найти все мелкие детали, отсылки и секреты. Видео обещает быть интересным, советую досмотреть до самого конца. На экране 30 последних подписчиков этого канала. Подпишись, чтобы попасть в начало следующего ролика. Не хватает денег в GTA Online, нужно повысить уровень или открыть заблокированный контент? Не вопрос, переходи в мою личную группу по прокачке. Наша гарантия качества — это 10 тысяч довольных клиентов, отзывы которых каждый день появляются в группе. Бабки, опыт, тачки, тюнинг и многое другое по сниженным ценам. Также появилась возможность накрутки игровой валюты на ПК без входа в аккаунт. Ваши логины и пароли больше не нужны. Все ссылки само собой в описании. Переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Перед разбором трейлера предлагаю быстренько взглянуть на официальный арт. Персонажи, как обычно, расположились по мере их значимости. Два агента в жилетах Bail Enforcement — это наши игровые персонажи, точно не NPC. Из интересного, у женщины кастомный электрошокер в новой расцветке, который мы уже видели на одном из официальных скриншотов неделю назад, а также, по всей видимости, новая прическа, хотя здесь я не уверен. У мужика старенький тяжелый револьвер Mark II, тут ничего нового. Чуть левее расположился неизвестный персонаж, но 100% он будет одним из основных в этом DLC. Но чуть ниже можно заметить семейку Эклс, мод, которая в сюжетном режиме выдавала задания Тревору по поимке беглых преступников, а также Джанет, ее дочь и по совместительству наш ключевой компаньон в этом апдейте. На заднем фоне расположились снимки некоторых преступников, как раз таки этих ребят мы и будем отлавливать в рамках нового бизнеса. Снизу справа можно заметить фургон D-классе Бурито в расцветке Bottom Dollar, наш основной транспорт в качестве охотника за головами, а также анимацию руки за спину, прямо как на роллплей серверах. Ну и самое интересное — левый нижний угол. Два автомобиля, синий суперкар Overflood Pipistrello, Rockstar уже не раз нам его показывали, и красненький классический Mercedes, некая смесь 124 и 201 кузовов. Грубо говоря, волчок, но немного упрощенный. Видно, что у тачки будет довольно много тюнинга и, кроме этого, эксклюзивные номера. Слева логотип Benefactor, а далее уже сама надпись, в нашем случае Good Luck. В целом по арту на этом все, поэтому переходим непосредственно к разбору трейлера. На первом кадре нам сразу в лоб демонстрируют, где будет находиться новый бизнес охотника за головами. Прямо напротив полицейского участка, вот в этом месте на карте. Можно заметить новую полицейскую бричку, это Bravado Greenwood, добавленный в GTA Online чуть больше года назад. Кстати, я не раз вам говорил, что именно эта тачка получит полицейский вариант. Как видим, так оно и получилось. Кроме этого, здесь же виднеется D-классе Burito, наш основной транспорт в новом бизнесе. Видно, что фургон получит дополнительные улучшения: усиленный кенгурятник, бронеплиты на стеклах и поручни, за которые можно будет цепляться вашим напарником. Желтый спорткар, проезжающий на этом же кадре, но чуть позже, это крайне интересный автомобиль, основанный на Hyundai Envision 74. Главная особенность этой машины — она работает на водороде. Во вселенной GTA всего один Hyundai, это Bolacan Prairie. Наконец-таки марка Bolacan пополнится еще одним новым авто. Затем внутри офиса Bottom Dollar нас знакомят с новым персонажем Джанет Эклс, основной компаньон в этом DLC. Скорее всего, именно она постоянно будет брянькать нам на телефон и напоминать, что нужно приехать в офис, появились новые преступники для отлова и так далее. В общем, заебать она всех точно успеет, и не сомневайтесь. Далее нам демонстрируют полицейскую погоню. Видно, что дрифт-модификации из прошлого апдейта получат еще несколько транспортных средств. Как минимум это Ubermacht Sentinel Classic, Ubermacht Cypher, кстати, в новой раскраске, и Vulcar Nebula Turbo. Что касается полицейских бричек, здесь их целых 3,
и все они новые. Точнее как, сами машины давно присутствуют в GTA Online, но именно ментовскими они никогда не были. Внедорожник Bravado Dorado, Rockstar показали нам его как снаружи, так и внутри. Bravado Greenwood, который мы уже видели чуть раньше, и D-классе Impaler SZ. Похожая тачка, кстати, была в трейлере GTA 6. На следующем кадре мы вновь переносимся в офис охотника за головами, где нас встречает главный секретарь Мод Эклс. В ее компьютере можно увидеть таблицу преступников и должников, каждый из которых отмечен степенью важности. Зеленые — это серьезные преступники, которых действительно нужно искать, а оранжевые, по всей видимости, просто какие-то мелкие хулиганы. На заднем фоне виднеется тюремная камера, но к ней вернемся чуть позже. Затем нам демонстрируют сразу 4 новых транспорта. Во-первых, это фургон охотника за головами без особых модификаций, чисто раскраска. Во-вторых, суперкар Overflot Pipistrello. Его мы видели уже кучу раз на официальных скриншотах, а также на арте обновления. В-третьих, тот самый Hyundai на водороде, который уже был в трейлере чуть раньше. Ну и в-четвертых, еще один спорткар, основанный на Bentley Mulliner Bator. Крайне роскошная тачка. Судя по следующему кадру, в некоторых миссиях придется искать преступников при помощи улик. Видно, что на земле валяется тюремная роба, мачете и так далее. Персонаж как бы нагибается к этим уликам, чтобы подробно их изучить. Похожий поиск гаденышей мы уже видели в Red Dead Online. Далее в пустой локации игрового зала мы ловим преступника и, загибая руки за спину, отводим его, скорее всего, в наш фургон. Не знаю, будет ли это прям анимация, сможем ли мы ходить вместе с преступником, загнув ему руки как на РП-серверах, либо же это просто кат-сцена. Поживем увидим, но, конечно, хотелось бы первый вариант. Забавно, но на следующем кадре трейлера заметил небольшой прикольчик со стороны Rockstar. Какого-то хрена выстрел с РПГ сопровождается звуком карабина из Red Dead Redemption 2. Затем взрывы, как обычно, куда же без этого, и несколько кадров с интерьером офиса охотника за головами. Тут видно тюремную камеру, как мы толкаем в нее преступника. Здесь же тусуется семейка Эклс, Мод сидит за компьютером, а Джанет где-то в отдельной комнате. Как я уже говорил, за рабочий фургон смогут цепляться ваши напарники. Соответственно, делаем вывод, что миссия охотника за головами можно будет проходить в кооперативе. Ну и на последнем кадре трейлера нам демонстрируют полицейскую погоню. Все те же новые тачки: Hyundai на водороде, электрический Pipistrello, новая Bentley Bator и ментовские колымаги, 2 Impaler SZ и 1 Bravado Dorado. На фоне также виднеются вертолеты, но все они давным-давно присутствуют в игре, поэтому на них заострять внимание нет никакого смысла. По итогу 25 июня, вторник, дата выхода обновления на абсолютно все платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Вкратце, на данный момент об апдейте известно следующее: как минимум 8 новых транспортных средств, бизнес-недвижимость охотника за головами, появление Мод и Джанет в качестве ключевых персонажей, новые сюжетные задания от Винсента под прикрытием а-ля налет на Клакинг Белл часть 2, эксклюзивные фишки для подписчиков GTA+, дрифт-модификации для еще одной порции транспорта, редактор дрифт и драг гонок, а также дополнительные улучшения геймплея, о которых игроки просили Rockstar за последние 6 месяцев. Осталось совсем чуть-чуть, меньше недели до выхода обновления. Напоминаю вам о телеграм-канале. Новая инфа всегда сначала появляется там, а уже потом выходит ролик на ютубе. Кстати, второй трейлер GTA 6 недавно был слит в сеть, и как раз таки эксклюзивно для подписчиков я его залил в свой телеграм. Но кому не хватает деньжат в онлайне, ссылка на мою личную группу по прокачке в описании. Пока нет ажиотажа, рекомендую не тянуть и прокачаться перед апдейтом, чтобы потом не стоять в очередях. Сейчас на экране появятся 2 ролика, выбирай, что нравится больше, и приятного просмотра. Ну а на этом у меня все, как обычно, не прощаюсь, ведь мы в интернете, это значит совсем скоро увидимся.